Девчонки, все, кто вяжет по моим мастер-классам, если у вас уже есть готовое изделие, либо вы в процессе создания, хочу предложить вам такую идею. Вы скидываете свои фотографии в изделиях, которые связаны по моим мастер-классам, и когда наберется достаточно большое количество фотографий, я создам видео из ваших фотографий с вашими работами и выложу сюда отдельным видео. Мне кажется, это будет очень классно, поэтому если у вас есть такое желание, можете присылать фото готовых работ мне в Инстаграм, либо ВКонтакте. Название страничек есть у меня в описании к видео. Также отдельную благодарность хочу выразить всем тем, кто присылает донаты на развитие моего канала. Это добровольные и безвозмездные пожертвования. Сейчас во времена отсутствия монетизации меня это очень сильно вдохновляет. Все эти сердечки адресованы вам, спасибо вам большое. Ну а мы приступаем к видео. Всем привет! Сегодня свяжем классный топ или маечку, состоящий из квадратов и треугольников. Познакомимся с вами с новым видом мотива. Также познакомимся с новым видом соединения квадратов. Пряжа у нас все та же ярная джинс, 55% хлопок, 45% полиакрил, в 50 граммах 160 метров. Все три цвета я укажу здесь на экране. Также укажу расход точный в описании под видео. Я вязала крючком номер 4, вы можете вязать любым вам удобным, 3, 3,5, 4, 4,5. А чем меньше крючок, тем меньше получается размер квадратика. Перед началом вязания покажу быстренько, как мы все это будем делать, чтобы было понятно, так как у нас новый способ обвязки будет квадратиков и соединения. Для начала мы свяжем вот такие два треугольничка, то есть сначала маленькие треугольники, потом их соединим, и уже к этим треугольникам будем пришивать, привязывать наши квадратики. Вы делаете такой длинный топ, какой вы захотите, то есть это все просто делается, наращиваете такое количество вот здесь рядов в длину, которое вам нравится. Мне захотелось сделать квадратики разных расцветок, то есть у одного квадратика одного цвета лепесточки, у другого другие. И вот таким образом в шахматном порядке я их расположила. Вы можете так не делать, это мне просто так захотелось. Вы просто сделаете, к примеру, все квадратики одного цвета лепесточки и одного цвета вот эта вот обвязка квадратика. Начинаем вязание с треугольников. Набираем в волшебное кольцо амигуруми, либо в скользящую петлю, столбики с одним накидом. Так, обхватываем два пальчика, вот таким образом. Продеваем крючок, захватываем рабочую нить и делаем закрепительную петельку. Эта петля не считается, просто закрепительная петелька. Вот этот хвостик можно вытянуть. Если кольцо получилось слишком большое, просто чуть-чуть подтяните. Делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Это как бы имитация столбика с накидом. И сейчас в это кольцо провязываем 6 столбиков с одним накидом. Накид, провязываем в кольцо. Столбик с накидом первый. А вот этот хвостик держим параллельно нашему колечку. То есть захватываем вот эти обе две ниточки. Далее еще 5 столбиков с одним накидом. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. И шестой. Подтягиваем колечко. Можно распустить на один шаг назад, вот так, чтобы 2 петельки на крючке осталось. Белую нить обрезаем. И сейчас будем подсоединять нить нового цвета. Вот так, как обычно, подсоединяем через 2 петельки на крючке, просто соединительным столбиком. Именно в треугольничках я сразу делаю на узелочек вот этот момент с края, чтобы он не распускался. Делаем 2 воздушные петли. 1, 2. Разворачиваем вязание. Там, где у нас треугольнички, всегда мы вяжем как бы поворотными рядами туда-сюда. Сейчас во втором ряду будем провязывать уже лепесточки нашего цветочка. Будем провязывать вот в эти арочки, образовавшиеся между столбиками с одним накидом предыдущего ряда. Так, вот сделали 2 воздушные петли, делаем накид и провязываем в арочку. Столбик с одним накидом не до конца провязываем. И еще один накид делаем. Столбик еще один провязываем через 2 петельки. Все 3 петельки объединяем одной рабочей нитью. То есть лепестки у нас состоят из 3 незаконченных столбиков с одним накидом с единой вершинкой. Между лепестками делаем 2 воздушные петли. 1, 2. Вяжем в следующую арочку наш очередной лепесточек. Делаем накид в арочку, проводим крючок, вытаскиваем нить, проводим только через 2 петли, оставляем 2 петельки на крючке. Делаем накид, провязываем через арку, провязываем через 2 петли, 3 петельки на крючке и еще раз накид. Провязываем только через 2 петельки. Через все 4 петли на крючке провязываем одной рабочей нитью. Подтянуть можно. Закрепляем 2 воздушными петельками. И таким образом нам нужно провязать оставшиеся 1, 2, 3, 4 арочки. То есть еще у нас должно получиться 4 лепесточка. И не забываем делать между ними 2 воздушные петли.
делаем накид, провязываем через 2 петли, делаем накид, через 2 петли, накид, через 2 петли. Все 4 петельки на крючке одной нитью, 2 воздушные петли. И провязываем еще самостоятельно 3 лепесточка. Когда провязываем последний лепесток, на крючке у нас остается 4 петельки, их мы объединяем новой нитью. Подсоединяем новый цвет, через 4 петельки на крючке сразу просто провязываем новый цвет. Подтягиваем. Предыдущую нить можно обрезать. Здесь сразу же можно завязать на узелочек наши новые 2 нити, чтобы край не расходился. Сейчас в этом ряду будем вывязывать уголочки. Так, сейчас делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Переворачиваем вязание. Сейчас будем вязать вот в эту петельку, которая образовалась прям вот самая первая. Делаем 2 накида. Провязываем в эту петельку столбик с 2 накидами. Через 2 петли, через 2 петли, через 2 петли. И еще раз в эту же петельку провязываем столбик с 2 накидами. Далее вяжем вот в эти арочки между лепесточками предыдущего ряда. В каждую арку провязываем пучки по 3 столбика с 1 накидом. Так, делаем накид, провязываем первый столбик с накидом, накид сюда же, второй столбик с накидом, сюда же, третий столбик с накидом. Следующая арочка то же самое, 3 столбика с 1 накидом. В самую вершинку, вот в эту арочку, провязываем наш уголочек, который состоит из пучка из 3 столбиков с 2 накидами, 2 воздушные петли между ними и сюда же 3 столбика с 2 накидами. Делаем 2 накида, провязываем первый столбик с 2 накидами, 2 накида, второй столбик, 2 накида, третий столбик, 2 воздушные петельки между ними и сюда же в эту арочку то же самое, 3 столбика с 2 накидами. Далее в эти 2 арочки вяжем по 3 столбика с 1 накидом. И сейчас сюда нам нужно провязать также вот этот наш уголочек, который состоит из пучка из 3 столбиков с 2 накидами. Мы провязываем вот прям в самую-самую петельку, которая вот с краешку находится. Вот найдите ее, вот сюда прям провязываем. Делаем 2 накида, провязываем первый столбик с 2 накидами, второй и третий. Нить на этом треугольнике обрезаем, вытаскиваем кончик. Вот он, первый наш треугольник, который мы только что связали. Далее вы вяжете абсолютно идентично второй треугольник. Вот у меня, так как у меня будут в топе чередоваться цвета в шахматном порядке, я вот связала второй вот такого цвета. На втором треугольничке, сейчас, когда вот мы провязали в последнюю петельку наш столбик с 2 накидами, оставляем на крючке недовязанные 2 нити. Нить можно обрезать рабочую. И подсоединяем наш цвет обвязки, новую нить. Как обычно, так, соединительным столбиком через 2 нити. Завязываем на узелочек. Далее делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Переворачиваем вязание. И сейчас будем вязать вот за вот эту вот петельку. Сюда вяжем 2 столбика с 1 накидом. Первый столбик, накид, и сюда же в эту петельку второй столбик с накидом. Делаем 1 воздушную петлю. Далее будем вязать вот в эти арочки между пучками предыдущего ряда. Делаем накид. Сюда провязываем пучок из 3 столбиков с 1 накидом. Первый, второй, третий. Далее также провязываем 2 пучка по 3 столбика с 1 накидом. Вот в эти 2 арочки. Идентично. Не забывайте 1 петельку воздушную между пучками. Далее вот мы подобрались к нашему уголочку, к нашей вершинке, делаем воздушную петельку. Сюда провязываем пучок из 3 столбиков с 1 накидом, 3 воздушные петли между ними и сюда же 3 столбика с 1 накидом. Первый, второй, третий, 3 воздушные петельки и пучок из 3 столбиков с 1 накидом.
Далее делаем одну воздушную петельку и далее провязываем 1, 2, 3 арочки, а также пучки по 3 столбика с одним накидом. Делаем последнюю воздушную петельку и вот сюда, в последнюю самую петельку угловую, нам нужно провязать также пучок из 3 столбиков с одним накидом. Так, мы сделали обвязку нашего второго треугольничка. Вот он наш первый. Сейчас будем их соединять и параллельно обвязывать первый треугольник. Сейчас будем провязывать вот в эту петельку треугольника, в самую вот угловую петельку. Вот мы закончили вязание, не обрезаем нить. Делаем накид. Вот в эту самую угловую петельку провязываем, продеваем крючок. Вытаскиваем рабочую нить через него и провязываем столбик с одним накидом. Первый. И сюда же, в эту же петельку, провязываем еще 2 столбика с одним накидом. Второй. И третий. Вот что получается. Теперь нам нужно подсоединиться к обвязанному нашему треугольничку. Вот наша нить. Просто подсоединяемся в арочку между пучками вот здесь. Продеваем крючок и провязываем просто соединительный столбик. То есть вот так как бы соединились. Вот что получается. Далее делаем то же самое, провязываем пучки из 3 столбиков с одним накидом. Вот в следующую арочку, то есть вот вяжем сейчас между вот этими вот пучками. Делаем накид, провязываем в арочку 3 столбика с одним накидом. Первый. Второй и третий. Далее также нам нужно подсоединиться к уже провязанному треугольнику. Просто в арочку ныряем, вот так снизу, подхватываем рабочую нить и просто соединительным столбиком соединяемся. Далее делаем все то же самое, еще вот с 2 арочками. Далее подобрались вот к этой вершинке, провязываем сюда также 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. В этом случае делаем воздушную петельку и подсоединяемся вот прям в этот уголочек нашего уже провязанного треугольничка. Также соединительным столбиком. Вот что получается. Сейчас будем вязать по этой стороне. Далее делаем одну воздушную петельку и сюда же, в этот же уголочек, в эту же арочку провязываем пучок из 3 столбиков с одним накидом. Так, далее провязываем вот в эти 2 арочки, даже вот в 3, 1, 2, 3, в 3 арочки, 3 пучка по 3 столбика с одним накидом. Не забываем делать одну воздушную петельку между пучками. Подобрались к уголочку. Далее вот сейчас мы провяжем в самую крайнюю угловую петельку нашего уголочка. Вот сюда провяжем. Также пучок из 3 столбиков с одним накидом. Не забываем делать воздушную петельку. Делаем 2 воздушные петли. И сюда же, вот в эту же петельку, где мы сейчас только что провязывали пучок, также провязываем пучок из 3 столбиков с одним накидом. Далее вот по этой стороне треугольника нам нужно будет провязывать также пучки из 3 столбиков с одним накидом. Сейчас провязываем вот сюда, где соединяются 2 цвета. Так, делаем 1 столбик, воздушную петельку. Сюда провязываем 3 столбика с одним накидом. Воздушную петельку делаем. Далее вот сюда, в это отверстие, провязываем пучок из 3 столбиков с одним накидом. Воздушная петелька. Далее провязываем вот сюда пучок. Воздушная петелька. Далее, опять же, вот сюда, где стыкуются 2 цвета. Воздушная петелька. Далее пучок провязываем вот в это отверстие. Воздушная петелька. И вот мы подошли к нашей вершинке. Провязываем вот сюда, как бы ближнюю
к этому пучку. Также пучок сюда провязываем, потом сделаем 3 воздушные петельки и провяжем вот сразу же прям в ближайшую петельку также пучок из 3 столбиков с одним накидом. То есть чтобы у нас получилась вот такая вершинка. Делаем накид, провязываем пучок, 3 воздушные петли, 1, 2, 3, накид и провязываем вот прям самую ближайшую, тоже в уголочке, в петельку пучок. Воздушная петелька. И по этой стороне вяжем также идентично, как и здесь. То есть вяжем сейчас вот сюда, где стыкуются 2 цвета. Ну, прям ориентируйтесь по этой стороне. Далее вот здесь, где стык 2 цветов. Далее вот здесь, здесь и здесь. Далее, где у нас тут потом, вот тут, где стыкуются 2 цвета. И потом вот встретимся здесь в уголочке. Подошли к концу нашего вязания. И вот сейчас вот сюда в угловую петельку в самую провязываем также пучок из 3 столбиков с одним накидом. Делаем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Не забывайте, здесь нужно также сделать 3 воздушные петли. И просто соединительным столбиком подсоединяемся к нашему началу вязания в 3-ю петельку воздушную. Вот когда мы изначально набирали воздушную цепочку из 3 косичек. Так, 1, 2. Просто соединительным столбиком. Все, нить можно обрезать. Вытаскиваем кончик нити и делаем незаметное соединение, как обычно. Так вот, закончили вязание. В следующую петлю продеваем крючок, вытаскиваем хвостик. Далее назад возвращаемся, продеваем под перемычку, выходим через середину косички и продеваем туда наш хвостик. Все. Вот такие 2 одинаковых треугольничка у меня получилось. Далее приступаем к вязанию наших квадратов. Набираем в кольцо амигуруми, скользящую петлю, либо волшебное кольцо, столбики с одним накидом. Вот так обхватываем 2 пальчика, продеваем крючок, вытаскиваем рабочую нить, делаем закрепительную петельку. Кончик можно вот так выправить, чтобы поровнее было. Можно затянуть чуть-чуть колечко, если слишком большое получилось. Так, сейчас набираем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Это у нас имитация первого столбика с одним накидом. Еще в это колечко нам нужно провязать 11 столбиков с одним накидом. Делаем накид. Провязываем столбик с накидом первый. Вот этот кончик держим параллельно нашему колечку. Первый связали. Далее 2, 3, 4, 5, можно 6, 7, 8, 9, 10. И последний 11. Довязали. Все, сейчас колечко можно стянуть. Стягивайте потуже, чтобы здесь не было отверстия в серединке. Все лепестки состоят из 3 столбиков с одним накидом, незаконченных, с одной вершинкой. Вот сейчас мы провязали как бы имитацию первого столбика с одним накидом. Делаем накид в арочку, провязываем петельку, провязываем через 2 петли. 2 петельки остаются на крючке. Делаем накид. Провязываем в арку через 2 петли. И все 3 петельки на крючке провязываем одной рабочей нитью. Далее между лепесточками у нас 2 воздушные петли. 1, 2. Вяжем в следующую арочку 3 незаконченных столбика с одним накидом с одной вершинкой. Делаем накид. В арочку вытаскиваем через 2 петли. Накид. В арочку через 2 петли. Накид. В арочку. Провязываем только через 2 петли. Все 4 петельки на крючке провязываем одной рабочей нитью. 2 петли между лепесточками делаем. Далее все то же самое делаем в следующую арочку. Лепесточек, накид, первый, второй и третий. И одной нитью через все петли на крючке. И таким же образом провязываем все наши арочки. В общей сложности у нас должно получиться 12 лепестков. Вот мы довязали все наши 12 лепесточков, закончили на последнем, делаем, как обычно, 2 воздушные петельки и соединительным столбиком подсоединяемся в 3-ю петельку, изначально набранной в косичке из 3 петелек. Вот 1, 2, 3-я косичка, но не провязываем до конца, сейчас будет смена нити. Эту нить можно обрезать. Как обычно, подсоединяем новую нить соединительным столбиком через 2 петли на крючке, подтягиваем.
Так, и сейчас вот будем делать нашу обвязку. Сейчас мы провяжем вот этот вот пучок из 3 столбиков с одним накидом. Для начала набираем 3 воздушные петли. Раз, два, три. Это будет имитация первого столбика с одним накидом. И сейчас будем вязать вот в эти арочки, которые образовались между лепесточками. И вот в самую ближайшую арочку к набранной цепочке провязываем 2 столбика с одним накидом. Первый и второй. В следующую арочку провязываем также пучок из 3 столбиков с одним накидом. Раз, два и три. Далее сейчас будем вывязывать вот этот наш уголочек. Он состоит из пучка в одну арочку, 3 столбика с 2 накидами, 2 воздушные петли между ними, и сюда же в эту арочку пучок из 3 столбиков с 2 накидами. То есть делаем 2 накида, провязываем первый столбик с 2 накидами, 2 накида, второй столбик, 2 накида, третий столбик, 2 воздушные петли. И сюда же в эту же арочку провязываем 3 столбика с 2 накидами. Первый, второй и третий. Вот у нас получился уголочек. Далее в следующие 2 арочки провязываем по одному пучку из 3 столбиков с одним накидом. Первый, второй, третий. Далее следующий. Первый, второй, третий. Далее вывязываем также наш уголочек. Далее 2 арочки провязываем по одному пучку из 3 столбиков с одним накидом. Далее следующая арочка наш уголочек. Далее 2 арочки по 3 столбика с одним накидом. И остается последняя арка, в нее мы провязываем наш уголочек. Вот мы довязали полностью наш квадратик. Сейчас нам нужно просто подсоединиться, закончить наш ряд. Подсоединяемся в третью петельку набранной воздушной цепочки из 3 петелек. Раз, два, три. Просто соединительным столбиком. Вот таким образом подсоединяемся. Нить можно обрезать. Нить вытаскиваем. И делаем незаметное соединение петельки. В следующую петельку проводим крючок, вытаскиваем нить, кончик. Далее возвращаемся чуть-чуть назад. Ищем вот перемычку сзади, ныряем в нее. Крючок вытаскиваем прямо посередине косички. И в нее вытаскиваем наш кончик. Все, вот такое соединение у нас получилось. Заранее понять, какое количество квадратиков вам нужно будет в итоге, будет сложно, нет смысла это высчитывать. Просто свяжите, к примеру, там по 5 штук каждого цвета. И сейчас будем, когда их связывать между собой, недостающие квадратики просто будете довязывать. Далее, следующий шаг у нас это соединение наших квадратиков, но необычным способом, новым для нас. Как мы обычно подсоединяем квадратики, да? Берем 2 квадрата и вот сшиваем либо вот наружным швом, либо внутренним, либо вот плоским швом, как я вот вам показывала в этом джемпере мастер-классе. Сейчас мы сделаем по-новому. Я беру один из квадратиков, продеваю крючок в самый уголочек, подсоединяем новую нить цвета нашей обвязки. Захватываем нить, делаем закрепительную петельку. И сейчас будем вязать пучки из 3 столбиков с одним накидом, вот как здесь мы вязали, с одной воздушной петелькой между ними. Будем провязывать пучки вот в эти отверстия между вот предыдущими пучками из 3 столбиков с одним накидом. Так, в уголочек здесь провязываем половинку уголочка, делаем 3 воздушные петли. Раз, два, три. И где провязываем 2 столбика с одним накидом. Все, у нас получилась как бы половинка уголочка. Далее делаем воздушную петельку. Провязываем через 3 столбика с одним накидом вот в эту арочку. Провязываем 3 столбика с одним накидом. Первый, второй, третий. Воздушная петелька. Следующая арочка через 3 столбика предыдущих. Накид. Первый, второй и третий. Воздушная петля. Следующая арочка. Так. Закончили вязать по одной стороне. Подошли к уголочку. Здесь вяжем все то же самое. Пучок из 3 столбиков с одним накидом. 3 воздушные петельки между ними. И сюда же пучок из 3 столбиков с одним накидом. Первый, второй, третий. 3 воздушные петли. Раз, два, три. И сюда же вязываем 3 столбика с одним накидом. Первый, второй и третий. Вот. Мы развернулись на следующую сторону. Далее вяжем все то же самое. По этой стороне у нас получится 1, 2, 3.
3 пучка по 3 столбика с одним накидом, по одной воздушной петельке между ними. Делаем воздушную петлю. Дошли к уголочку, здесь вяжем все то же самое, воздушная петелька, пучок из 3 столбиков с одним накидом, 3 воздушные петли, пучок из 3 столбиков с одним накидом, все в одну арочку, в уголочек. Далее по следующей стороне вяжем все то же самое, 3 пучка по 3 столбика с одним накидом. Подобрались к нашему 4-му уголочку. Здесь мы так же, как и в начале, провяжем только половину уголочка. Здесь сделали воздушную петельку и провязываем просто пучок из 3 столбиков с одним накидом. Далее вот таким образом поворачиваем к себе квадратик, чтобы направо смотрела недовязанная сторона. Сейчас будем подсоединять новый квадратик. Так же, как и 2 треугольника мы подсоединяли друг к другу, сейчас будем провязывать вот в этот уголочек 3 столбика с одним накидом. Вот мы закончили вязание, делаем накид, провязываем в уголочек, вытаскиваем нить, провязываем первый столбик с накидом, накид, сюда же второй столбик, накид, сюда же 3-й столбик. Так вот, что получается. Далее нам нужно подсоединиться просто соединительным столбиком вот в эту арочку. Просто продеваем крючок с изнанки, как бы соединительный столбик вяжем. Далее вяжем в следующую арочку через 3 столбика предыдущего ряда. Делаем накид, провязываем первый столбик с накидом, накид, второй, накид, 3-й столбик с накидом и подсоединяемся вот в следующую арочку просто соединительным столбиком. Все, вот что у нас получается. Вот такое соединение, точно такое же, как и на треугольничках. До нашего уголочка провязываем еще 2 пучка. Вот первый пучок и второй пучок, идентично вот этим. Подобрались к нашему уголочку, делаем все то же самое, как и в треугольничках. Делаем накид, провязываем в самый уголочек пучок из 3 столбиков с одним накидом. Делаем воздушную петельку, в случае, когда мы вяжем в уголочек. Подсоединяемся прямо вот в вершинку уголочка уже связанного квадратика с соединительным столбиком. Далее уже будем вязать по этой следующей стороне. Также делаем воздушную петельку одну. И сюда провязываем также в уголочек пучок из 3 столбиков с одним накидом. Первый, второй, третий. Воздушная петелька. Далее до конца этой стороны и всю эту сторону провязываем, как и наш вот этот первый квадратик. То есть сейчас провяжем 1, 2, 3 пучка. Далее в уголочек провязываем пучок из 3 столбиков с накидом, 3 воздушные петельки, пучок из 3 столбиков с накидом. Далее 1, 2, 3 пучка из 3 столбиков с одним накидом. И здесь провязываем половинку нашего уголочка, то есть пучок из 3 столбиков с одним накидом. Не забываем делать по одной воздушной петельке между пучками. Вот таким образом мы подсоединили второй наш квадратик. Разворачиваем вязание опять таким образом, как и наш первый квадрат. Подсоединяем далее наш следующий квадратик, абсолютно идентично, как мы подсоединяли вот этот. После того, как мы сшили вот эти наши 4 квадратика, в принципе, на этом этапе можно уже подсоединить к ним наши треугольнички. То есть вот мы закончили сшивание наших 4 квадратиков, не обрезаем нить, а сразу же подсоединяем первый наш треугольничек. Делаем воздушную петельку. Сейчас нам нужно просто подсоединиться в уголочек треугольника с соединительным столбиком. Подсоединяем вот так. Далее делаем одну воздушную петельку. И сюда в квадратик провязываем в уголочек пучок из 3 столбиков с одним накидом. Далее, как обычно, соединяемся соединительным столбиком вот в это место между пучками на треугольнике. Далее вяжем в следующий пучок из 3 столбиков с одним накидом. Далее соединяемся соединительным столбиком. И провязываем еще 1, 2 пучка одинаковых, таких же. Вот что у нас получается. Подошли к нашему уголочку. В него провязываем сейчас пучок из 3 столбиков с одним накидом. Делаем воздушную петельку. Подсоединяемся в уголочек треугольника с соединительным столбиком. Далее нам нужно соединить треугольник и квадратик. Вот именно вот эту линию нужно просто подсоединиться в нее.
Просто соединительным столбиком протыкаем прям в самую серединку между квадратиками. Далее делаем воздушную петельку. Подсоединяемся в следующий уголочек треугольника соединительной петелькой. Делаем воздушную петлю и провязываем в уголочек квадратика пучок из 3 столбиков с одним накидом. Далее, как обычно, соединяемся с соединительной петелькой. Далее вяжем опять пучок из 3 столбиков с одним накидом. Соединительный столбик. Далее 2 пучка подряд. Подошли к очередному уголочку. Также провязываем в него пучок из 3 столбиков с одним накидом. Делаем воздушную петельку. Подсоединяемся в самый уголочек треугольника. Соединительный столбик. Далее делаем воздушную петельку. Подсоединяемся в самую серединку между нашими квадратиками, тоже соединительным просто столбиком. Делаем воздушную петельку. Подсоединяем новый квадратик, провязываем в него, опять же, соединительный столбик. Вот таким образом подсоединили. Делаем воздушную петельку. И продолжаем вязать все то же самое. Здесь вяжем пучок из 3 столбиков с одним накидом в уголочек. Соединительным столбиком подсоединяемся к треугольнику. Вяжем 1, 2, 3 пучка по 3 столбика. Подошли к очередному нашему уголочку на квадратике. Вяжем до конца идентично, как здесь. И вот когда мы довязываем наш уголочек, вот мы довязали в угол пучок из 3 столбиков, делаем, как обычно, петельку воздушную, подсоединяемся в угол треугольничка соединительным столбиком, делаем воздушную петельку. Подсоединяемся соединительным столбиком в 3-ю петельку воздушной цепочки. Вот когда мы набирали на этом квадратике. 1, 2, 3-я петелька. Просто соединительным столбиком. Все, нить можно обрезать. Вытаскиваем нить и делаем вот нашим незаметным соединением. Так у нас получилось все. Потом мы их разгладим, квадратики. Дальше нам нужно продолжать наращивать вот эту линию, пришивать квадратик за квадратиком. То есть таким образом, чтобы вот у нас так он шел сзади спинки. Нужно пришивать нужное количество квадратиков. И вот чтобы здесь он сомкнулся по боковой линии. Это все буду в процессе пришивать, все примерять. Также вы пришейте какое-то количество квадратов и смотрите напротив зеркала, все примеряйте. Вот мы привязали очередной квадратик. Далее берем новый квадратик, подсоединяем его и делаем так далее, пока нам не нужно будет остановиться. Для ориентира скажу вам размер квадратика. Он получился примерно 8, чуть меньше 8,5 сантиметров. Смотрите, я связала точно такой же квадратик крючком 3,5. Вот он получился поменьше. То есть, если бы я затягивала еще его потуже, либо крючком поменьше 3, он бы еще был меньше. Вот это мы связали 4. Если бы мы вязали 4, но более расслабленной, она бы еще больше вырос в размере квадратика. Поэтому под видео с кардиганом, вот где мы вязали из квадратов кардиган, вы спрашиваете, у меня получился другого размера квадрат, в отличие от моего. Ничего страшного в этом нет, у вас просто другая плотность вязания. И вот когда я уже довязала нужное количество мне квадратиков, то есть вот так я все померила, сзади вот так на спинке все отлично состыковывается, и я заметила, что у меня вот цвета находятся друг под другом, а по моей задумке нужно вот так, мне их было наоборот, поменять вот эти цвета. То есть под светлой вот этой обвязкой должна быть и темненькая. Я сейчас это все буду распускать, потому что я прям очень хотела именно такой вариант в шахматном порядке цвета расположить. Учтите этот момент, не забывайте, следите за расположением цветов. Если вы также сделали, вот, к примеру, разные сердцевинки, да, вот вы также их хотите компоновать, как и я. Если у вас все квадратики однотипные, вам вообще нечего бояться, так что вот не забывайте про это. Вот когда мы сшили вот этот топ, я на себя померила, когда вот первый раз привязывала все и потом перевязывала, я померила, что мне нужно еще вот 3 таких квадратика, да, вот то есть сюда пришить, и они отлично соединяются вот сзади на спине. Но в таком случае, вот если мне нужно пришить всего еще полоску из 3 квадратов, да, вот смотрите, я вот, к примеру, пришиваю здесь один, и мне еще нужен один. И какого цвета мне пришивать? Либо такого, либо такого. То есть подряд будет 2 квадрата, это будет некрасиво. Тоже, смотрите, этот момент может случиться. Опять же, я могла бы пришить еще один дополнительный квадратик, да, но мне не хочется делать такой широкий топ. В принципе, можно было бы, он тоже хорошо бы сидел.
Но померив перед зеркалом, мне очень понравилось, как он сидит, так облегая фигуру. Мне прям не хочется дошивать вот этот лишний третий квадрат, поэтому я, скорее всего, пришью вот по одному квадратику здесь и здесь, а сзади просто сделаю шнуровочку вот между этими своими квадратиками на ту вот такую ширину, которой вот мне не хватает для моего топа, и все. А так вы смотрите, если вы вяжете однотонные квадратики, вам намного все проще, не надо заморачиваться. То есть, если у вас такой же размер, как у меня, и вот вы бы просто пришили еще вот 3 дополнительных квадратика и соединили бы их, и все, больше заморочек бы не было. Я связала еще одну полоску в длину для моего топа, то есть, в принципе, можно было бы оставить и в таком виде, но мне захотелось сделать его чуть-чуть подлиннее, поэтому вот я связала еще один ряд, и сейчас, не отрывая нити, вот она у меня здесь закончилась, буду подсоединять их к этому верхнему ряду точно таким же образом, как и здесь к треугольничкам. Делаю воздушную петельку. Соединительным столбиком подсоединяюсь прямо в серединку уголочка. Так, просто соединительный столбик. Делаю воздушную петельку и провязываю вот в этот нижний квадратик пучок из 3 столбиков с одним накидом. Как обычно, соединяемся вот сюда с соединительным столбиком. Далее провязываем точно так же пучки здесь по этой стороне. Встретимся здесь. Подошли к месту соединения квадратиков. Вот мы в этот квадрат провязали пучок. Делаем воздушную петельку. Подсоединяемся вот прям вот в серединку вот этого шовчика. Просто соединительный столбик делаем. Далее также соединительным столбиком подсоединяемся к нижнему шву. Прям вот посерединке провязываем. Также соединительный столбик. Вот мы как бы соединили 4 квадратика между собой. Сейчас делаем воздушную петельку и провязываем вот сюда, в этот наш уголочек, второй уголочек, пучок из 3 столбиков с накидом. Соединяемся соединительным столбиком. И таким образом вяжем все наши квадратики до конца. Вот когда подошли уже к концу соединения наших квадратиков, вот провязали в уголочек пучок, делаем столбик подъема, подсоединяемся в самый уголочек верхнего квадратика, соединительный столбик, воздушная петелька и просто соединительный столбик к третьей воздушной петельке вот нашей воздушной цепочки. Просто соединяем соединительный столбик. Нить можно обрезать. Вытаскиваем кончик, делаем наше незаметное соединение. Вот такая красота у меня получилась на данный момент. Смотрите, если вы вяжете нормальную маечку, которая сзади вот так должна стыковаться, то с одной из сторон вы должны оставить вот эти штучки белые не провязанные, потому что с задней стороны вы должны вот так будете их от одного квадратика присоединить к уже вот этим готовым провязанным. То есть вот эта сторона одна у вас должна быть не провязанной обвязкой. Так, сейчас мы прячем все наши кончики, завязываем на узелочки и отрезаем. Далее потом прогладим с изнаночной стороны, все хорошенько отпарим. Так, я спрятала все ниточки, прогладила наш топ с изнаночной стороны. И пока гладила топ, мне не покидала мысль, что я все-таки не очень хочу делать здесь, именно на этом топе, шнуровку. Просто потому, что здесь очень такое подвижное, рыхлое вязание. То есть, если я сделаю, к примеру, шнуровку, да, и вот здесь края будут вот так сильно тянуться. То есть, шнуровку нужно делать на вязании чуть более плотном, там, где у нас плотное полотно, связанное, к примеру, столбиками без накида. И мне пришла в голову гениальная идея просто связать вот такие двусторонние двуцветные квадратики, которые классно будут сочетаться с боковыми квадратами. То есть они никак не выбиваются из ряда, визуально это смотрится очень классно. То есть помните, да, как я вам показывала, либо здесь нужно было такого цвета квадрат пришить, либо вот такого. И то есть было бы здесь одинаковые 2 квадрата. Но мне это не нравилось, я так не хотела. И вот такой вариант вообще суперский получился. Такой двуцветный квадрат связать очень просто, я думаю, вы сами сможете сообразить. То есть свяжем сначала вот эту серединку, как обычно, потом провязываем 6 лепесточков одним цветом, потом подсоединяем нить другого цвета, вяжем 6 лепесточков другого цвета, также не обрывая нить, делаем половину обвязки одним цветом, потом подсоединяем нить вторым цветом, и в принципе все, закончили наш квадратик.
В принципе, все, мы на финишной прямой. Сейчас для красоты будем обвязывать все наши вот эти боковые части, все вот эти края, по низу тоже. Просто в каждую петельку вязать столбики без накида. Можно соединительные столбики, если вы хотите обвязку чуть-чуть потолще, чтобы она выглядела. Можно полустолбики с накидом вязать. Вяжите как хотите. И сразу же будем вывязывать наши лямочки. Я сейчас буду вязать вот с этого места. Подсоединяем крючок вот прям сразу в самый уголочек. Ну, можно левее, правее, вот куда получится. За 2 петельки, чтобы было покрепче и петелька не растягивалась. Просто подсоединяем нашу нить рабочую. Делаем закрепительную петельку. Все, и просто вяжем вот прям в каждую косичку, уже которая образовалась, когда мы вязали треугольничек. Ну вот я, наверное, буду вязать просто столбики без накида в каждую петельку. Провязали по одной стороне нашего треугольника, подошли к самой верхушке. В верхушечку можно провязать столбик без накида один. И отсюда начинаем набирать воздушную цепочку из стольки воздушных петель, сколько вы хотите, вот, чтобы получилась ваша лямочка. То есть наберите какое-то количество петель, присоедините сюда, померьте перед зеркалом, и потом будем вязать в обратном направлении. Так, я набрала длинную цепочку, у меня получилось 75 воздушных петель, для чего я сделала такую длинную лямочку. Потом, когда мы будем пришивать ее к спинке, чтобы мы ее продели вот туда как можно глубже и пришили вот с изнаночной стороны, также чтобы не видно было с лицевой, всю ее, вот здесь она у меня закончилась, почти по всей длине квадратика. Для чего я это хочу сделать? Если мы прицепим ее вот сюда, прям к самому краю, когда мы будем носить наше изделие, топ со временем под тяжестью будет вот так растягиваться, и вот в этом месте будет вот образовываться такая некрасивая штука. Поэтому мы ее закрепим там поглубже. Натяжение будет распределено вот по всему квадратику, и оно не должно так сильно будет со временем растянуться. Вы вяжите свое количество петель, не ориентируйтесь на меня. Далее делаем обвязку лямки. В зависимости от того, насколько широкой вы хотите, чтобы была лямочка, вяжите таким образом. То есть мы сейчас будем вязать за задние перемычки от крючка, чтобы здесь у нас с этой стороны был красивый край лямочки. То есть вяжем либо соединительными столбиками, либо столбик без накида, либо полустолбик с накидом. То есть каждый из этих столбиков делает шире вашу лямочку. Также можно вязать столбик и с одним накидом. Свою лямку я буду обвязывать полустолбиками с накидом. Делаю накид, во вторую перемычку от крючка продеваю крючок, вытаскиваю рабочую нить и через все 3 петельки на крючке провязываю одной рабочей нитью. Все. И вот таким образом обвязываю в каждую перемычку до конца лямки. Я обвязала лямку до конца. Вот вернулась к вершинке нашего треугольничка. Вот тут можно довязать еще одну петельку. И вот просто столбиком без накида подсоединяемся прямо вот в серединку нашего уголочка. Все, и дальше продолжаем вязать нашу обвязку, которая состоит в моем случае из столбиков без накида. Подошли к уголку второго треугольника. Здесь набираем идентичное количество петель на нашу лямочку. Закончили обвязку второго треугольника. Автоматически переходим обвязывать нашу спинку и потом обвязываем низ нашего топа. После того, как мы сделали обвязку всего нашего топа, связали лямочки, с изнаночной стороны прикрепляем булавочками на нужную нам длину лямочки, смотрим все перед зеркалом, меряем. Берем иголку, вдеваем нашу пряжу и вот прям с изнаночной стороны, захватывая вот эти наши лепесточки, пришиваем нашу лямочку вот прям от низа до края топа. Размер моего топа получился в ширину 39 сантиметров, от верхней части 32 сантиметра, здесь 21. Наш замечательный топ полностью готов. Всем спасибо за просмотр, всем пока!